Дорогие друзья, приветствую. Подключайтесь. Я попробую сейчас написать тему прямого эфира. Добрый вечер. Подключайтесь. Я пишу тему прямого эфира. Здравствуйте всем. Всем очень рада. Подключайтесь. Сейчас одну минуточку подождем и будем начинать. Добрый вечер. Я думаю, что этот эфир займет минут 25-30, но будет зависеть, конечно, от вопросов. Я постараюсь ответить на все вопросы, если они будут. Спасибо большое за сердечки, мне это очень важно. И за поддержку. Спасибо большое. Давайте тогда не будем задерживаться, а будем сразу начинать. Я надеюсь, что воля Инстаграма будет на то, чтобы этот эфир остался в записи. И если вы не успеете досмотреть, будет возможность посмотреть его в IGTV и у меня в ленте. Всем еще раз добрый вечер. Да, давайте будем начинать. Тема эфира вопросы, ответы на вопросы про коучинг. На прошлой неделе, несколько дней назад, я собирала ваши вопросы, и на них сейчас буду отвечать. Также во время эфира, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, их задавайте, я на все отвечу. Меня зовут Анна Чайковская. Так, я потом прочитаю, а то я буду сейчас сбиваться. Меня зовут Анна Чайковская, я журналист по первому образованию, кандидат филологических наук. По второму образованию я ветеринар. Потом у меня была профильная переподготовка на регрессолога, практик рейки. И сейчас я учусь на коуча по международным стандартам ICF. Это Международная федерация коучинга. Одна из основных организаций в сфере коучинга. И почему это важно, я обязательно расскажу чуть позже. Темой личностного роста я интересуюсь. Очень хороший вопрос, обязательно на него отвечу. Темой личностного роста интересуюсь последние 30 лет. Мне 46, если это кому-то важно. Не так давно в сторис мы обсуждали тему моей диссертации. И тогда тема моей диссертации звучит так: «Либеральные тенденции печати эпохи застоя на материалах литературной газеты 80-85 год». И тогда я изучала, как в рамках одного отдельно взятого издания, несмотря на то, что это было, конечно, очень популярное издание с огромным тиражом, но как в рамках одного издания можно изменить жизнь во всей огромной стране. И сейчас я занимаюсь примерно тем же, но в несколько меньшем формате. И я изучаю то, как можно изменить жизнь отдельно взятого человека, только изменив его мышление и сместив фокус его внимания. Весь год до пандемии я волонтерила, и каждый месяц я жила в новой стране. У меня каждый месяц была новая принимающая семья. И для меня, как для тотального интроверта, это был мощнейший жизненный опыт. И это не только про путешествия и работу с собственными страхами. Это было про исследование жизни, коммуникаций, семейных укладов, родовых традиций в самых разных семьях и в самых разных странах. И это был очень глубокий, совершенно бесценный опыт, как раз подтолкнувший меня на изучение коучинга. Что еще важно знать обо мне? У меня 2 детей, 26 и 24 годика. И я та самая еврейская мама, которая может говорить о своих детях бесконечно. И поэтому я прикладываю огромные усилия, чтобы не постить их фоточки у себя в ленте 24/7. Но не всегда получается, но, в общем, я стараюсь держать себя в руках. И так, давайте мы начнем тогда
с ответов на вопросы. Вот этот вопрос, почему к коучам сейчас такое негативное отношение, я на него обязательно отвечу. Сейчас, если вы не возражаете, то я начну с тех вопросов, которые у меня уже собраны, и потом мы обязательно вернемся к тем вопросам, которые вы задаете во время эфира. Так, кто такой коуч и что такое коучинг? Конечно, это самый распространенный вопрос. И давайте я начну с определения того, что не является и кто не является коучем. Коуч – это не психолог. Коуч – это не эксперт. Коуч – это не консультант. Конечно, коуч не врач. И коуч – это не тренер. Хотя, безусловно, он ведет своего чемпиона к целям. Смотрите, в чем основные отличия. Когда вы приходите ко всем вышеназванным специалистам, я никоим образом даже близко не хочу никого из них обесценить, это вообще просто не об этом, это просто другое. Вы приходите к ним из позиции ученика, условно из нижней позиции, когда вы нуждаетесь в указаниях, в инструкциях, в советах, куда вам идти и что вам делать. И вы частично снимаете с себя ответственность в таком случае за результат, предполагая, что кто-то из этих вышеназванных специалистов знает что-то про вашу жизнь, про ваши реакции лучше вас. И вот этот кто-то сейчас вам расскажет, как вам надо жить. И, конечно, это очень выгодная позиция. В ней комфортно, уютно, в ней можно продолжать находиться абсолютно бесконечно. И в ней очень удобно ничего не делать, не предпринимать, потому что всегда можно сказать, специалист какой-то оказался не очень. И советы у него какие-то вообще дебильные немножко. И вообще дело в том, что у меня просто очень сложный случай. И не каждый специалист может разобраться именно с моим таким сложным случаем. И, может быть, вообще такого специалиста еще нет. А может быть, я, в принципе, не рожден для счастья, как птица для полета. И, в принципе, может быть, уже осталось только смириться и потерпеть какие-то 30, 40, 150 лет до пенсии. И вообще, вон, например, у Зинки ситуация еще намного хуже, и ничего, она держится, терпит, держится и живет как-то, поэтому, может быть, и так сойдет. Вот коучинг, он вообще не про это все. И он ни разу не про Зинку. Он про вас, для вас и только для вас. Один из ключевых принципов коучинга – это партнерство. И про это партнерство коучинговое можно говорить очень-очень много и очень долго. Я постараюсь сейчас в формате ответов на вопросы максимально коротко. А потом, если какие-то будут дополнительные вопросы, мы к этому вернемся, или можно будет даже сделать дополнительный эфир. Если коротко, то в нашей коммуникации между коучем и клиентом нас двое. И на самом деле нас не двое, а трое, коуч, клиент и коучинг, но сейчас не будем усложнять. И в контексте партнерства коуч и клиент находятся в едином информационном поле относительно того, как мы работаем, куда и зачем мы двигаемся, как распределена наша ответственность между коучем и клиентом. И это очень важный момент. Потому что тема ответственности, так же, как и тема партнерства в коучинге, одна из ведущих. В коучинге ответственность за результат лежит 50 на 50 между коучем и клиентом. И это значит, что клиент должен сам принимать решения, он должен сам отвечать за свои принятые решения. И, что самое главное, он должен действовать. Не получится в коучинге
просто что-то услышать, но не начать внедрять это в свою повседневную жизнь. На физическом уровне, не на уровне разговоров, а именно на физическом уровне. Предстоит, безусловно, работа, и за эту часть коучингового результата отвечает клиент. Коуч не дает советов. Вот как бы вам ни хотелось такой опции спросить у коуча: коуч, а как ты считаешь, что я должен сделать, или как мне поступить, или как мне ответить? Не получится. Так не работает. Коуч не дает советов. И изначально коуч знает и верит, и глубоко убежден в безграничных возможностях каждого из нас, каждого человека. И задача коуча — помочь клиенту найти эти ответы внутри человека. И это будут именно те ответы, которые подойдут именно этому человеку, как ему подойдет его группа крови. Это его встроенные в него ответы, их просто надо найти. Коучинг именно этим и занимается. Изначально, конечно, в отличие от врачей, психологов, психиатров, психотерапевтов, в отличие от консультантов, коуч считает и верит, что с вами все окей. Вы не больны, вас не надо лечить. Вам нужно просто помочь найти свои внутренние ресурсы, которые у вас, безусловно, есть, и научиться жить на этих ресурсах, научиться опираться на эти ресурсы, чувствовать свою внутреннюю силу, которая дает вам возможность эффективно двигаться к поставленным целям, какие бы они ни были. Это может быть цель как похудеть, так цель купить Бентли или получить американское гражданство. Масштаб цели, в принципе, не важен. Важно то, что ресурсы на эту цель, они у вас есть. И коуч их найдет. В партнерстве с вашим взаимным желанием и с вашей ответственностью. И здесь можно сказать, что коуч — это как универсальный солдат. Он может помочь вам в любой сфере деятельности, вне зависимости, вообще не независимости ни от чего. Это могут быть взаимоотношения, здоровье, спорт, учеба, бизнес, карьера, личная жизнь, взаимоотношения с детьми, с родителями, любая сфера, которая находится в сфере вашего влияния. И то, что вы лично сами можете изменить, то, что лично от вас зависит. Кстати, большинство коучей как раз работает именно с узким сегментом. То есть есть коучи, которые работают только с вопросами здоровья, есть коучи, которые работают только с гендерными отношениями, есть коучи, которые работают только с бизнесом или с какими-то карьерными целями и задачами, с профессиональным ростом. Главная задача коуча, вне зависимости от того, в какой сфере он находится, трансформировать мышление человека и настроить его таким образом, чтобы человек сам нашел эти ресурсы и нашел внутри себя свою собственную самореализацию и новые возможности. И что самое главное, научился брать ответственность за себя, перестал искать виноватых в текущих событиях, которые он сам себе создал, но виноваты почему-то оказываются все окружающие, начиная или заканчивая Путиным. Да, еще можно, знаете, можно сравнить коучинг, это как прожектор, который освещает вам вашу жизнь. Он позволяет вам увидеть новые возможности, новые перспективы, найти новые дороги, новые пути решения тех задач, которые для вас актуальны, новые цели. А коуч — это как раз и есть тот человек, который в рамках коучинга держит вам этот прожектор и светит. Неважно, прожектор или фонарик, в зависимости от того, какую территорию вы хотите осветить. Коуч будет рядом и будет вам светить столько, сколько нужно. До тех пор, пока вы не достигнете своих целей. А вы их обязательно достигнете, тут сомнений даже никаких нет. И идем дальше. Следующий вопрос. Есть ли в коучинге понятие «свой, не свой коуч»?
Конечно, есть. И так как во время коуч-сессии, да и во время любой коммуникации получается, что вы же общаетесь друг с другом, и вы общаетесь и находитесь в этот момент в полном сознании. То есть, например, если вам не нравится хирург, который будет вам делать операцию, он вам просто не очень симпатичен как человек, это не страшно. Потому что вы будете спать, вы будете под наркозом, и главное, чтобы у хирурга были хорошие руки. А насколько он вам приятен как человек, вообще не имеет никакого значения. Вот в коучинге это имеет очень большое значение, потому что вы не спите, и вы принимаете самое, что ни на есть, активное участие в коммуникации. И от степени вашего доверия коучу на 100%, в том числе среди всего прочего, что мы уже обсудили и что мы сейчас еще обсудим, зависит ваш результат. На что нужно обратить внимание, выбирая коуча? Конечно, все люди разные, и все обращают внимание на разное. Но есть вот некие такие основные моменты, на которых я бы хотела сфокусировать ваше внимание. Первый момент. Во время предварительной встречи знакомства, она есть практически у любого коуча, потому что это действительно важный момент, прислушайтесь к своим ощущениям. Насколько вам комфортно находиться рядом с этим человеком? Или вы испытываете дискомфорт? А насколько вы готовы делиться с ним чем-то очень личным, чем-то очень важным для вас? Может быть, даже тем, чем вы никогда ни с кем не делились, ни с той же Зинкой, ни с подругами, ни с мамой, ни с кем. Сможете ли вы поделиться этим с коучем? Насколько вы ему доверяете? Как вы чувствуете? И очень важно помнить, что коуч – это друг, товарищ и брат, который будет вместе с вами проживать ваши радости, ваши победы и, безусловно, ваши поражения, потому что путь не всегда будет усыпан розами. Это может быть достаточно болезненный, тернистый и колючий путь. И тем не менее, коуч будет всегда рядом. Он будет вашей поддержкой. И поэтому очень и очень важно, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было спокойно, и чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности с этим человеком. И мне кажется, что вот такие люди, свои люди, чувствуются на уровне ощущений, на уровне энергетики. И предположу, что для того, чтобы почувствовать, нужно, я не знаю, может быть, там 10 минут, может быть, еще меньше. И опираться на это внутреннее чувство очень и очень важно. Что можно еще сделать, выбирая коуча? Можно изучать отзывы. Но отзывы – это такая сложная, достаточно субъективная тема, субъективный фактор, потому что, опять же таки, то, что подходит одному человеку и очень сильно понравилось одному человеку, для вас может быть, в принципе, неприемлемо и никак ни за что не подойдет, и вы ни за что не хотите вот именно так работать, как сработало на другом человеке. А коучинг – это все-таки про индивидуальный подход к каждому человеку. Поэтому, чисто теоретически ваш отзыв может быть полезен, а может быть и абсолютно бесполезен для тех, кто идет после вас. Но, тем не менее, ознакомиться с ними можно. И здесь еще важно, как я делаю, если мне действительно что-то важно, и я читаю отзывы, и я потом напишу просто личное сообщение тому человеку, который написал этот отзыв, и еще раз уточню у него, действительно ли его отзыв соответствует действительности. Потому что ведь, может быть, он писал этот отзыв прикованный к батарее, и в таком случае сомнительно его доверие его отзыву. Следующий важный вопрос, на что важно обратить внимание. И здесь мы как раз переходим к вопросу, заданному чуть выше, о том, почему сейчас коучам нет доверия. Это действительно так. И дело в том, что на сегодня, наверное, каждый второй
или каждый полуторный уже называет себя коучем. И, безусловно, этим очень сильно подрывается авторитет профессии. Поэтому очень важно обращать внимание на наличие у коуча профильных сертификатов. И если у коуча такие сертификаты есть, то это, безусловно, дополнительная гарантия его профессионализма. Коучи, которые хотят предоставлять максимально качественные услуги международного уровня, идут на обучение по международным стандартам. В России пока такой профессии нет, соответственно, нет стандартов, и, соответственно, любой может сказать, что я коуч. Чем докажешь? Ну, просто вот я так сказал. А во всем мире это сертифицированная, официально признанная профессия, у которой есть свои определенные стандарты, правила, как в любой области. И в таком случае проверить подлинность этого сертификата, этого диплома коуча не составляет никакого труда. Достаточно зайти на сайт профильной организации, их всего несколько. Это Международная федерация коучинга, Европейская федерация, и посмотреть, действительно, есть ли там специалист, к которому вы хотите пойти. И, кстати, вот программа, на которой я сейчас учусь, по-моему, я уже сто раз об этом рассказывала, но я повторю еще раз, работает в рамках международной программы Международной федерации коучинга по ее стандартам и предоставляет обучение международного стандарта. С дипломом после этого обучения я могу работать коучем, в принципе, в любой стране мира. Это признанный во всем мире диплом, как просто знак качества на лбу. Поэтому, если коуч, к которому вы хотите пойти, имеет такой диплом, вы можете совершенно смело к нему идти. И во время нашей учебы нас отправили на практику уже начиная со второго модуля или с конца первого. Всего их будет 6, так что я сейчас в середине своего обучения. И тут как раз был следующий вопрос о том, почему я провожу коуч-сессии The Donation. Вот смотрите, в чем разница между коучем, который еще учится, а в коучинге, к сожалению или к радости, так же, как в регрессологии, обучение это будет бесконечный процесс. И не знаю, можно ли там достичь какого-то уровня, когда можно сказать, что все, обучение закончилось. И вот в чем разница между коучем, который работает уже давно, и коучем, который только начинает работать? Может ли коуч навредить? И это очень хороший вопрос, безусловно, он очень важный. Я не думаю, что человеку, осознанному человеку, который самостоятельно принимает решения касательно своей жизни и сам берет ответственность на себя за свои решения, кто-либо, в принципе, может как-то навредить. Если человек не в жертве, ему навредить не может никто. Но по сути вопроса, разница в работе с коучем, который еще учится, и в сравнении с коучем, который уже давно практикует и уже имеет какие-то международные степени, о них тоже это отдельная история, их всего 3, если это будет интересно, то я расскажу о них позже. Разница будет заключаться только в глубине вашего погружения. И если это ваш первый опыт работы с коучем, то даже такая глубина, на которую вы пойдете с коучем, который только закончил первый модуль, для вас может быть слишком, она для вас уже может быть чересчур. В любом случае, уже после первой сессии, как, конечно, и после второй, 20-й, 5-й, 105-й, вы сможете понять, насколько вам комфортна эта глубина и насколько вам комфортна такая работа. И открыто поделиться своими сомнениями, переживаниями, опасениями, страхами с коучем. И дальше уже действовать, исходя из того, как будут развиваться события.
но я отвлеклась от вопроса про донейшн. Во-первых, мне реально важно в рамках моего сообщества, в рамках моего аккаунта в Инстаграме стать понятной и донести ценности коучинга для максимального количества людей. Мне очень важно находиться в кругу единомышленников, с которыми мы можем говорить о том, что нас интересует, и мы можем открыто говорить о том, что нас интересует, и мы можем находиться на одной волне и на одном уровне. И мне кажется, что такая коммуникация, она бесценна. И это, кстати, вот к теме моего опроса про знакомитесь ли вы в интернете. Почти все знакомятся, это здорово, и я тоже всегда с большой радостью знакомлюсь со специалистами в интернете, и потом очень часто это переходит во что-то более глубокое, чем просто лайкать фоточки и читать посты. Так, опять отвлеклась от ответа на вопрос. Второе, почему я работаю за Donation. Летом у меня будет сертификационный экзамен. И допуском к этому экзамену является необходимость подтвержденных 100 часов практики. Возможно, потом этим людям, с которыми мы проводим коуч-сессии, будут звонить из ICF, из Международной Федерации Коучинга, и спрашивать, а действительно ли у вас была сессия с Анной Чайковской? Угу. А действительно, вот она длилась там час или 45 минут? Ага. Хорошо, большое спасибо, до свидания. Вот вам будут задавать только эти вопросы, никакие личные данные, даже фамилия, ничего не требуется, только имя и электронная почта. И проверяться будет не тема запроса, ничего. Проверяться будет, действительно ли у вас была коуч-сессия со мной, и действительно ли она длилась столько-то времени. И, конечно, я всегда всех, кто у меня на коучинге, сразу же во время нашей первой, самой предварительной встречи мы согласуем этот момент. И если вдруг вы не захотите предоставлять такие данные, вообще никакой нет проблемы, значит, мы их не будем предоставлять. Пока, правда, еще никто не отказался, но важно знать, что такая опция есть. Отказаться можно всегда. И в-третьих, почему я работаю за Donation, мне кажется, что это совершенно естественный процесс роста специалиста. И мне кажется, совершенно естественным процесс, когда специалист по мере своего личностного и своего профессионального роста поднимает цену вместе с ростом своих компетенций. И, кстати, да, с 15 мая у меня уже не будет сессии за Donation. И будет фиксированная цена, которая будет, может быть, немного меняться в зависимости от пакета, от того количества сессий, которые человек будет брать. Вы еще не записались ко мне на коучинг за Donation? Что вас останавливает именно сейчас это сделать? Так, ну вернемся к вопросам. Что самое главное в коуч-сессии? Не так давно в сторис на эту тему у меня тоже был опрос. И только один человек ответил правильно. Для меня это было даже удивительно, потому что мне казалось, что мы вроде это уже тоже обсуждали. И нет, это оказалось, что это не партнерство, и это не открытые вопросы. Хотя это, безусловно, все мега, архиважно, это никто даже не спорит. Но на первом месте в сессии, в коуч-сессии всегда стоит запрос. Запрос или тема на коуч-сессию в коучинге называется контракт. Контракт на коуч-сессию. И именно с формулирования контракта начинается каждая встреча с коучем. Неважно, первая сессия, вторая, 102-я. Каждая коуч-сессия будет начинаться с контракта, с вашего обсуждения, с нашего обсуждения запроса на эту сессию. В чем же такая важность этого контракта и почему нельзя просто поговорить? И почему, например, с той же условно-виртуальной Зинкой можно поговорить, ей можно позвонить и пожаловаться, и сказать, что мне плохо, мне грустно, меня все бесит, я не знаю, что делать дальше,
все надоело, я не знаю, уволиться ли мне с работы, меня окружают только козлы. И получить от Зинки какую-то поддержку, и, там, может быть, она согласится, что вокруг одни козлы, может быть, она не согласится. И, может быть, после беседы с Зинкой вам на какое-то время действительно станет легче. Может быть, даже на час или на 1,5 часа. Но потом оно все вернется. Вот коучинговые беседы и беседы с Зинкой – это примерно как какой-нибудь горбатый москвич и Бентли. Это вообще просто, то есть вроде внешне и то одинаковое, но по сути это просто две разные истории. Кто ясно мыслит, тот ясно говорит. Я думаю, что вы все с этим согласитесь. Но нас никто нигде и никогда не учил мыслить ясно, идентифицировать свои эмоции, свои чувства. И мы все здесь примерно, наверное, одного возраста, и вот нас всех учили, что прежде думай о родине, а потом о себе. И, в общем, глобально понятно, что значит и как это думать о родине, как проявлять гражданский долг, гражданскую позицию, пионеры, комсомолы, коммунистическая партия. Вот это все было совершенно понятно. А как это думать о себе, вот до этого совершенно ни у кого и никогда и время не доходило, и в общем, необходимости такой не было, потому что, зачем это советскому человеку? И поэтому, когда человек приходит на коучинг, то тема контракта очень часто становится основным камнем преткновения. Клиенту может быть очень плохо, но объяснить причину своего состояния он не может, объективно не может. И дело не в том, что у клиента нету проблем, что нету чувств, целей, желаний. Конечно, у него все это есть. Но только сложность в том, чтобы это назвать и вывести это из сумрачной зоны, и осветить это, и понять, что это такое вообще. И очень часто на осознание, и очень важно это сделать в первую очередь для самого себя. Это очень важно. И очень часто на осознание и выражение формулировки и осознание выражения своего собственного запроса может уходить до половины времени сессии, а иногда и несколько сессий. И иногда на каждой сессии по половине сессии, вне зависимости от того, сколько у вас сессий, 10 или 20. И тем не менее, это очень важный вопрос, без которого дальнейшее движение просто невозможно. И именно контракт на коучинг, именно коучинговый запрос задает направление всей дальнейшей работе. Кстати, очень часто бывает, что озвучив свой запрос, спадает накал страстей. И то, что раньше казалось совершенно нерешаемой проблемой, превращается в абсолютно посильную задачу, в абсолютно посильную решаемую задачу. Коуч здесь помогает клиенту отделить зерна от плевел, его истинные желания от чужеродных, привитых ему обществом, семьей, мамой, бабушкой, условной родиной и так далее. Следующий вопрос. Что может быть запросом на коуч-сессию? Все. Все может быть запросом на коуч-сессию. Все, что значимо для человека, как я уже сказала, все, что находится в сфере его влияния, в сфере его ответственности, начиная от организации вечеринки для своего 3-летнего ребенка и заканчивая поиском своего предназначения. Другими словами, коуч помогает вам идти к вашим целям во всех сферах вашей жизни, в любых. И на протяжении одной сессии, кстати, всегда возможна смена запроса, потому что очень часто может оказаться так, что вы запрос проговорили, осознали и увидели, что на самом деле за ним стоит совершенно другой запрос. И тогда первый запрос уже не актуален. И тогда происходит переконтракт. И мы в сессии начинаем работать с тем запросом, который выходит сейчас как основной.
Это абсолютно нормальный и естественный процесс коуч-сессии. И на протяжении каждой сессии, и одной, и курса, мы всегда будем с вами сверяться, а где вы находитесь сейчас в решении своих проблем. Насколько то, что мы сейчас обсуждаем, приближает вас к вашим целям. Это тоже очень важные моменты коуч-сессии. И вот эта концентрация на запросе, это, в принципе, важнейший этап работы клиента и коуча. А после того, когда запрос сформулирован, уже можно идти вширь, вглубь, вдаль, куда угодно. И таким образом в паре клиента и коуча рождается истина. Именно ваша конкретная истина. И прорисовывается четкий и ясный маршрут к ней. И обычно в такие моменты клиент восклицает: «О, боже мой, надо же, так можно было? А почему я сам не мог до этого додуматься?» Вот это как раз то, для чего нужен коуч. То есть здесь нету ничего такого, чего нет в вас. Здесь есть только то, что коуч смещает фокус вашего внимания, светит вам на ваши темные зоны, позволяя вам найти ваши ответы, просто на 100% ваши и только ваши, которые будут для вас идеальным решением, которые без помощи коуча вы можете не найти, потому что там темно. И в этом заключается волшебство коучинга. Сколько надо сессий? Следующий вопрос. Сколько надо сессий, чтобы дойти до результата? Кстати, напишите, а как вы считаете, быстрее идти проходить путь личностных трансформаций одному или с коучем? Или, может быть, с подругой? Вот просто поделитесь в комментариях. Следующий вопрос. Сколько надо сессий до результата? Смотрите, вот вы приходите первый раз в тренажерный зал. До этого вы ничего не слышали ни про правильное питание, ни про спорт, вообще ни про здоровый образ жизни, ни про что. И вы спрашиваете тренера: «Тренер, мне бы по-быстренькому, побыстрее как-то можно? У меня вечером свидание, и мне нужно похудеть на 5 килограмм к концу сессии. Сможем? Я все буду сейчас делать, всю тренировку, все 45 минут буду прям пахать». Без комментариев здесь, конечно. Мозг наш такая хитрая конструкция, очень хитрая. Вот он как при рождении научился ходить по определенным маршрутам, вот как он научился решать те или иные задачи, как он научился фокусироваться на определенных вещах, как он научился видеть то, что он хочет видеть. Вот он так и ходит. От рождения и до смерти он так и ходит, считая, что это единственный правильный путь. И это его отлаженный механизм, его многолетний, отработанный в разных ситуациях шаблон. И, наверное, будет неправильно надеяться на тотальное обновление мозга, на появление новых нейронных связей за одну сессию. Как вы считаете? Я думаю, что это совершенно очевидно. Потому что речь идет о формировании вашего собственного нового образа мышления, для которого мозг должен мощно перестроиться, он должен реально создать новые нейронные связи, новые привычки, новые реакции. И, по сути, вы должны стать новым человеком или старым человеком, потому что вы находите истину внутри себя. То, что ваше и только ваше на самом деле. Вы находите самого себя внутри себя. Сколько на это надо времени? Ну, очень сложно, конечно, говорить
обобщенно, но я бы предположила, что минимум 4 сессии с интервалом 7-10 дней – это уже лучше, чем ничего. И дальше, потому что весь коучинговый процесс строится на коуч-сессиях и в промежутках, в зависимости от количества коуч-сессий, в середине обычно и в конце бывают дополнительные сессии, когда мы сверяемся, где вы находитесь, где мы находимся, правильным ли мы идем путем, если это серединная сессия, и если это завершающая сессия, то мы обсуждаем, дошли ли мы туда, куда хотели идти. Поэтому это все, конечно, не история одного дня, и не история нескольких часов, и не история одной сессии. Вот это очень важно понимать. Оптимально считается, что 5, 7, 10 сессий, исходя, конечно, из запроса, исходя из обучаемости человека, исходя из его индивидуальных особенностей, его желания. И очень, очень важный момент, что в коучинге, так же, как и в спорте, нужна дисциплина. Дисциплина и регулярность в реализации запланированных действий на протяжении всего срока. Вы должны быть в это время максимально внимательны к себе и очень-очень следить за своими реакциями, за всеми своими внутренними процессами, которые будут происходить с вами до, после и во время коуч-сессий. И еще очень важный момент, что когда мы совершаем вот такие новые, нетипичные для себя действия в процессе движения к своим целям, мы встречаемся и с нашей темной стороной, и не только с нашей, конечно, но и с окружением. И здесь может быть подняться на поверхность и неуверенность в собственных возможностях, и страхи, и разочарование, и какое-то огромное количество внезапно появляется негативных убеждений. И очень часто, конечно, мы же все ориентированы на волшебные таблетки, на быстрые результаты. И вот если их не происходит, и тем более если наше окружение, наш близкий круг нас не поддерживает и, может быть, даже осуждает, то мы можем испытывать разочарование и терять мотивацию идти дальше. И в этот момент очень важно не бросать. Это очень хороший знак. Это знак, что все идет правильно. И, конечно, в такой момент вы всегда можете знать, что коуч всегда с вами, коуч всегда вас поддерживает. Вы не останетесь один на один со своими какими-то сложными состояниями. Так, могу ли я отказать и не взять человека на коучинг? Пока в моей практике такого не было. Но если поразмышлять, то, наверное, да, наверное, это возможно. Ведь не только клиенту может не подойти коуч, но и клиент может не подойти коучу. Это же совершенно нормально. Я вот очень благодарна этому аккаунту, что ко мне идут только мои люди. Это, конечно, абсолютно 100% волшебство, и я бесконечно благодарна Вселенной за таких замечательных совершенно людей и прекрасных подписчиков, с которыми мне очень комфортно работать. У меня поэтому не было еще такого опыта, чтобы я кому-то отказала. Но чисто теоретически я не хотела бы работать с людьми, которые идут ко мне для того, чтобы узнать по-быстренькому, как поступить в той или иной ситуации, которые ждут готовых решений, моих готовых решений для их жизни и их историй, которые считают, что в окружающих событиях, ситуациях виноват кто угодно, кроме них самих. И если это как бы истинное, глубоко встроенное убеждение, то, наверное, здесь даже бессмысленно что-либо менять, если человек сам не хочет, сам искренне так считает. Но
Ну и важный еще момент, что коучи не работают с фобиями, зависимостями, клинически диагностируемой психиатром депрессией и психологическими расстройствами, которые стоят на учете у психиатров. В любом случае, в таком случае, конечно, коуч сразу посоветует обратиться к профильному специалисту. Так, у нас уже мы немножко дольше. Пожалуйста, вот у меня с вопросами все. Если у вас какие-то есть, пишите. Я сейчас попробую опуститься вниз к тем вопросам, которые были. Скажите, пожалуйста, я ответила на вопрос, почему коучам сейчас такое негативное отношение, или здесь нужно что-то уточнить? Нужен ли коуч как психолог, то есть на постоянной основе? Коуч нужен до тех пор, пока для вас актуальна цель. В зависимости от того, какая цель и как вы чувствуете, сколько вы будете к ней идти, вот до тех пор, пока вы до нее не дойдете, вам нужен коуч. Здесь очень сложно говорить, как долго это будет. Но в идеале для любого коуча, конечно, это счастье, когда клиент говорит: все, я все понял, я дальше сам, я пошел покорять мир, я все могу, я знаю, что для меня теперь возможно все. Вот это супер-мега результат работы коуча. Какие-то, если есть еще вопросы, присылайте. В любом случае, если их нету, и они появятся у вас позже, то их всегда можно написать мне в директ. Их можно написать в комментарии под этим видео. Дай бог, чтобы оно сохранилось и все было хорошо. И вообще, давайте общаться, потому что я всегда рядом, я всегда отвечаю. Может быть, я не всегда отвечаю в ту же секунду, но отвечаю всем и всегда. Поэтому пишите, приходите, пока еще есть до 15 мая возможность за donation погрузиться в мир коучинга. Оно стоит того. Поэтому до скорых встреч. Всего доброго. Очень была рада, что вы пришли. Кто-то только сейчас приходит, у нас уже конец. Всем спасибо, всего доброго и до скорых встреч в офлайне.